Всем привет, дорогие рукодельницы! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. И сегодня видеоурок. Я начну с объявления о конкурсе. Конкурс снова на розыгрыш карт для декупажа. Карты большого формата, великолепного качества. Вот так вот они выглядят. То есть можно выбрать любой рисунок, да, продумать полет фантазии, воплотить все что угодно. Вот свадебная карта, замечательно сейчас. Сезон свадеб, да, лето, осень, свадебный сезон. Кто делает красивые подарки к свадьбе, украшения, очень пригодится. Ну и такая карта. Еще их принято называть мебельные, она поплотнее, плотность побольше, но тоже очень широка в применении. Можно задекорировать какую-то тумбу или сделать большой поднос, то есть тут вас опять-таки никто не ограничивает фантазией. Чтобы получить эти замечательные карты в подарок, вам необходимо совсем немного. Это быть подписанными на канал Колыбель искусства, оставлять свои комментарии под видео, ставить лайки, и самые 3 самых активных участника получат эти карты в подарок. Розыгрыш будет проходить до 7 июля включительно. После 7 июля я объявлю о победителях. Как всегда, победитель будет выбираться автоматически. Поэтому не ленитесь, принимайте активное участие, и эти замечательные карты обязательно окажутся у вас дома. Итак, непосредственно к сегодняшнему видеоуроку. Сегодня мы будем делать с вами объемный декупаж, поработаем с рисовой картой, поработаем с заготовочкой такой с фанеры. Несправедливо очень часто боятся этих заготовок, ну как-то так к ним относятся не с большим доверием, хотя это несправедливо. Если вы делаете объемный декупаж, работаете со структурными пастами, вполне эти заготовки вам подойдут для работы, и можно прекрасно их использовать, и они великолепно выглядят, и если эта работа сделана качественно, ничем не уступают по внешнему виду в итоге заготовкам из цельного дерева. Итак, что мы сейчас сделаем? Конечно, в первую очередь мы поработаем с грунтовкой. Мы нанесем грунт на всю поверхность заготовки. Приступаем. Так, я использую обычный универсальный грунт, кисточку. Кисточка была в воде, она влажненькая. И вот, как обычно, покрываем с 2 сторон. Все заготовки мы покрыли грунтом, сейчас их необходимо хорошо высушить. Так, заготовки сухие, беленькие. Сейчас, как обычно, мы пройдемся средней жесткости наждачной бумагой по поверхности, чтобы сделать их более гладенькими. Убираем всю пыль. Очень хорошо убираем пыль и приступаем к дальнейшим работам. Так, на этом этапе перехожу к окрашиванию. Покрывать краской я буду только середину домика, то есть внешние части я не покрываю. И дно с 2 сторон. Приступаем. Использовать я буду меловые краски. Сейчас я хорошо высушу и пройдусь еще раз краской, 2-м слоем.
Так, все детали с краской высохли. Сейчас я покрою первым защитным слоем лака, соберу домик и продолжим дальше работы. Так, лак высох, сейчас я буду собирать все детали уже непосредственно в домик, да. Так, все детали я собрала, домик готов к дальнейшим работам. Смотрите, поскольку у меня карта такая, у меня здесь боковые стеночки будут как бы каменные, да, и домик весь такой волшебный, каменный, необычный, я поверхности немножко проработаю структурной пастой, чтобы добавить объема и выразить эту каменную поверхность, выразить ее, да, она была более выразительная. Для этого я беру структурную пасту. Вот. Так, прямо наношу на поверхность и хаотичными движениями создаю рисунок, тот, который мне необходим. Также я поступлю, ну, все стороны также проработаю, чтобы они были не гладенькие, а такие фактурные. Вот переднюю, да, часть, здесь будет окно, и я проработаю, я сейчас только половинку закрыла структурной пастой, далее я буду прорабатывать после того, как наклею декупажную карту. Вы потом все увидите, поймете, почему так. Так, со стенками закончили. То же самое я сделаю с крышей. Так, структурная паста на поверхности высохла. Дома, в домашних условиях желательно всю эту историю оставить, ну, хотя бы на часа 3-4 или лучше на ночь. То есть не ускорять этот процесс, чтобы она хорошо-хорошо выстоялась, просохла. Что после этого? Просто слегка, опять-таки, средней зернистости наждачной бумагой пройдусь, чтобы убрать такие, ну, острые моменты, да, какие-то, такая, чтобы она более гладенькая стала, эта поверхность. Просто слегка. Так, ну все, достаточно. Убираем пыль и приступаем к дальнейшим работам. Итак, приступаем к наклеиванию карты. Карта, как я уже говорила ранее, у нас сегодня рисовая. Принцип работы тот же, за единственным исключением. Она очень тоненькая, она практически растворяется на поверхности, с ней очень легко, удобно работать. Благодаря своей фактуре такой, да, почему рис, такие здесь есть вкрапления, она не рвется. То есть она тоненькая, легко ложится на поверхности, но не рвется. Ее можно прямо, ну, я покажу, как это делается в процессе. Отрывать пальцем, не вырезать, а прям отрывать, и ложится совершенно идеально. Так, поскольку здесь я закрываю полностью, да, поверхность практически, поэтому ничего я отрывать не буду. Я вырезала. Увлажняем.
Наносим клей. Так, еще раз проклею там, где отрывала лишнюю бумагу. После того, как приклеили декупажную карту, естественно, карту мы должны защитить лаком, поэтому покрываем хорошо. Лак высушить необходимо. Так, на этом этапе мы приступаем именно к этому объемному декупажу. В принципе, мы уже делали, да, в самом начале что-то похожее. Мы делали каменную поверхность, да, фактурную поверхность. Это тоже относится, принцип тот же, да, относится к объемному декупажу. Но сейчас непосредственно к нему. Значит, на этой карте, помимо объемных рисунков, сплошных рисунков, были отдельные, да, еще такие картинки, специально для этой техники. Что делаем? На картинки, которые на поверхности, да, мы вырываем из общей, именно вырываем, да, аккуратно, я сейчас покажу, как это делать. Отдельный рисуночек, находим его на общем фоне. И с помощью структурной пасты мы будем делать его объемным. Всегда рисунок, который клеится сверху, он должен быть больше по размеру, потому что будет клеиться на объем, соответственно, должен быть он больше. И можно полностью делать, можно только частично. Я буду только некоторые делать объемные, да, эти элементы на поверхности, чтобы не перегружать основной фон. Сейчас я беру структурную пасту, даже кисточкой воспользоваться. Вот есть гнездо, а я его хочу здесь сделать. И вот оно на общем фоне есть. Значит, вкладывать. Чтобы полностью не закрыть бабочку, тоже аккуратно. Делайте просто такие объемные вещи по рисунку. Как вам удобнее, кисточкой, палочкой, тут уже как бы от вас зависит, как вам удобнее, как вам с руки, так и делайте. Немного увлажню. Так, обещала показать, да, все в процессе будем делать. Как вырвать так, сначала отрываем от общей. Здесь главное хорошо увлажнить. Вот рис не любит сухости, поэтому прям не стесняйтесь водичкой пользоваться. Достаточно. И немножко я пройдусь по раме оконной.
Ну, сейчас хорошо высушим. Так, пока структурная паста высыхает, мы сейчас займемся с вами подрисовкой. Немножко выровняем цвет, где-то подрисуем. В общем, поиграемся красками, да? Сделаем красиво. Они не должны быть густые. Так, возьмем сначала. Повторяю, я сегодня работаю меловыми красками. Так, структурная паста на поверхности высохла, и сейчас мы будем клеить вот эти картиночки, да, небольшие, создавая такой объемный рисунок. Вот такие объемные рисунки получились. Не знаю, как хорошо вам видно. Сейчас я подсушу и покрою лаком, лаком сверху. Но пока они сохнут, чтобы не терять время, украшу крышку домика. Так, для этого я взяла вот такая какая-то у меня декоративная сухая трава есть или сено, не знаю, как это лучше. В флористическом магазине это все продается, то если интересно, приобретайте себе. Беру также клей для декупажа. Можно взять ПВА, что у вас есть, тем и пользуйтесь. Наносим. Так густо, не стесняясь снова-таки. Ну и сверху необходимо покрыть клеем. Так, финальные работы, а именно мы сейчас немного украсим поверхность, добавим разнообразия, да, нашей работе с помощью натуральных камушков, в общем, с помощью камней. Беру суперклей сначала. Я еще приклеила, покрыла все лаком, естественно, и приклеила к основе, да, этот домик. Сейчас беру суперклей и вот где-то ну вот и все. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. На нем я показала, как делать объемный декупаж. Да, ну, одна из техник декорирования — объемный декупаж. То есть с помощью структурных паст, декупажных карт мы сделали такие объемные выпуклые, да, элементы, выразительные элементы на поверхности. Поработали со структурными пастами, с рисовой картой.
Не знаю, как передает или нет вам, но все-таки эта фактура видна, да, которую мы добивались на поверхности. И на ощупь, да, интересный такой эффект получается. Я украсила камнями, да, поверхность. Это по желанию. Хотите, украшайте, хотите, частично добавьте. Мне показались они здесь очень даже в тему. Не смогла остановиться, очень они красивые и, по моему мнению, хорошо украшают поверхность. Что еще хотела сказать? Мы работали с обычной заготовочкой, фанерной, совершенно недорогая она. Многие боятся, им кажется, что в работе, особенно если добавлять еще структурные пасты, много процессов делать, их куда-то там ведет, что-то с ними происходит. Как видите, никуда она не ушла, никуда ее не увело, никакой деформации не случилось. Совершенно спокойно она выдерживает различного рода декор. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь их, используйте в своих работах как вариант вполне себе. Дорогие рукодельницы, напоминаю о том, что я объявила конкурс, в результате которого 3 участника, самых активных, получат замечательные карты очень хорошего качества, большого формата в подарок. Для этого необходимо совсем немного: быть подписанным на наш канал Колыбель Искусства, оставлять свои комментарии, лайки и еще раз напоминаю, 3 самых активных участника получат подарки. Ну а на сегодня все. В любом случае не забывайте подписываться на наш канал, тогда у вас есть шанс не пропустить что-то интересное для вас, необходимое и поучительное. Также оставляйте свои лайки, комментарии, мне очень приятно читать, спасибо вам за приятные отзывы, мне безумно приятно. До скорых встреч, давайте творить вместе.